Выбор компьютерной мышки – это не такое уж простое дело, как может показаться на первый взгляд. На рынке существует множество разных моделей, и каждая из них имеет свои особенности. Сегодня я расскажу, как я выбирал мышь для себя, какие функции меня заинтересовали, а какие оказались лишними, на чем я решил сэкономить и почему выбрал именно такую мышь. Тема нашего сегодняшнего занятия – манипулятор-мышь. Принципы успешной работы. Итак, выбираем графический манипулятор мышь. Поехали! Чтобы выбрать подходящую мышь, необходимо знать основные характеристики. Начнем с типа сенсора. Существует два основных – оптические и лазерные. Оптические сенсоры более распространены и дешевле, но они менее точны на гладких поверхностях. Лазерные сенсоры более точны, но они также более дорогие. У сенсоров есть разрешение. Оно измеряется в dpi, точках на дюйм. Чем выше разрешение, тем точнее мышь будет отслеживать движение. Для офисных задач достаточно разрешения от 800 до 1600 dpi, а для игровых 2000, 3000 и выше. Следующая важная характеристика – это форма и размер мыши. Они должны соответствовать анатомии вашей руки. Если мышь будет слишком маленькой или слишком большой, ею будет неудобно пользоваться. И, наконец, назначение мыши. Существует два основных типа мышей – офисные и игровые. Офисные мыши предназначены для повседневных задач, таких как работа с документами и веб-серфинг. Игровые мыши предназначены для игр, и они обычно имеют более высокое разрешение сенсора, дополнительные кнопки и другие функции, которые могут быть полезны в играх. С основными характеристиками определились. Теперь нужно уточнить технические нюансы. Мыши бывают проводные и беспроводные. Проводные мыши более надежные, но они ограничены длиной провода. Беспроводные мыши более удобные, но они требуют периодической замены батарей или зарядки аккумулятора. Количество кнопок на мыши зависит от ее назначения. Офисные мыши обычно имеют 2-3 кнопки, а игровые мыши 5 и более. Дополнительные кнопки могут использоваться для выполнения различных действий, таких как переключение рабочих столов, вызов меню или запуск приложений. Некоторые мыши могут иметь подсветку. Она может быть как декоративной, так и функциональной. Декоративная подсветка просто украшает мышь. Функциональная подсветка может использоваться для облегчения работы в темноте. С техническими характеристиками теперь понятно. А вот несколько советов, которые помогут с выбором мышки. Если есть возможность, попробуйте разные формы мышей у друзей и коллег, чтобы выбрать ту, которая будет наиболее комфортно лежать в руке. Почитайте отзывы. Отзывы пользователей могут дать вам представление о том, как мышь работает в реальных условиях. И не гонитесь за дешевизной. Дешевая мышь может оказаться неудобной в использовании и быстро сломаться. Мы с вами узнали о характеристиках, что они означают, познакомились с нюансами, послушали советы, а теперь выясним, какие бренды наиболее популярны на рынке. Я пошерстил интернет и среди лучших могу выделить следующее. Logitech – один из крупнейших производителей компьютерной периферии в мире. Мыши Logitech отличаются высоким качеством изготовления, надежностью и удобным дизайном. По моим ощущениям, он, пожалуй, самый популярный. Razer – это еще один известный производитель компьютерной периферии, специализирующийся на игровых устройствах. Мыши Razer отличаются высоким разрешением сенсора, эргономичным дизайном и множеством дополнительных функций, которые могут быть полезны в играх. SteelSeries – еще один популярный производитель игровых мышей. Corsair делает мыши всех форм с кнопками под игры любых жанров, для любого хвата, размера руки и стиля игры. Aphotech – это китайский бренд. Мыши Aphotech отличаются невысокой стоимостью и хорошим соотношением цены и качества. Кроме этих именитых брендов, я заметил, что набирает популярность еще один китайский производитель – Rappo. На сегодняшний день бренд не очень известный, их устройства похожи на устройства Logitech, но стоят дешевле. Итак, теорию мы усвоили, давайте выбирать конкретную мышь под мои потребности и нужды. Для начала определимся с сенсором. Из компьютерных игр я иногда играю в Age of Empires 2. Это историческая стратегия в реальном времени, где нужно часто контролить юниты в битве, но точность позиционирования не так уж и важна. В основное время я использую мышь для работы и серфинга. Очевидно, что можно на этом параметре сэкономить и выбрать оптическую мышь с разрешением до 1600 dpi.
Теперь выберем форму и размер. Чтобы было удобно пользоваться, мне нужна мышь нормального размера, не маленькая и не большая, и чтобы удобно лежала в руке. И была эргономичной. И будет здорово, если она будет прорезинена. Ну и бонусом хотелось бы, чтобы она была серенькой или беленькой, с проводом или без. Чтобы ничего не мешало, конечно, мне нужна мышь без провода и без всяких лишних приблуд. Устройства, работающие по радиоканалу, тоже отметаю. Я предпочитаю Bluetooth мышь. Стоит также обратить внимание на способ питания. Аккумулятор или батарейка – вопрос личных предпочтений. В любом случае мышь будет работать достаточно долго. Что насчет кнопок и подсветки? В моей жизни было много разных мышей и с кнопками и колесиками, но я никогда толком ими не пользовался. Они всегда были неудобны в моих сценариях использования. Поэтому наличие кнопок для меня при выборе не важно. 2 кнопки и колесико. А большего мне и не надо. А вот подсветка – это уже полезно, но тоже не играет для меня особой роли. И наконец определимся с бюджетом. Будет здорово, если не придется отдавать за мышь больше 1500 рублей. Сравнивая параметры и отзывы, выбираем ту единственную, самую подходящую под широкий спектр задач мышку. Я выбрал Rapui M300 и расскажу о ней в следующем ролике. Если этот ролик оказался вам полезен, поставьте лайк. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.